Когда Эйки Батисте было всего 16, он пообещал своему отцу стать миллиардером. Это не была наивная детская бравада, это звучало как заявление к судьбе. Его отец был министром горнодобывающей промышленности Бразилии, уважаемым, но не богатым человеком. И Эйки не хотел идти по его стопам. Он жаждал больше — власти, денег, славы. Уже тогда он понимал, чтобы попасть на вершину, нужно не просто трудиться, нужно играть агрессивно, на грани. Это обещание стало его навязчивой идеей. Все его дальнейшие шаги от первого бизнеса до крупнейших проектов подчинялись этой цели. Миллиарды не были для него просто мечтой. Они были доказательством его избранности. Он буквально строил свою жизнь как грандиозный спектакль, с главным героем в центре. Но за каждой великой клятвой всегда скрывается цена. И у него она была не просто высокой, разрушительной. Эта юношеская фраза стала началом пути, где реальность и иллюзия переплетались так тесно, что однажды границы исчезли. Как он стал первым? В начале 2000-х Эйки Батиста начал стремительно набирать высоту. Менее чем за 10 лет он из никому неизвестного предпринимателя стал богатейшим человеком Бразилии и вошел в список 10 самых богатых людей мира. Газеты писали, что это был взлет без аналогов. Состояние Эйки оценивалось более чем в 30 миллиардов долларов. И все это в стране, где экономическая нестабильность была привычной. Секрет его успеха на первый взгляд был прост: харизма, амбиции и умение убеждать. Он продавал идею будущего: портов, заводов, нефтяных месторождений, которые еще даже не начали строиться. Он обещал инвесторам золото и получал от них миллионы. Но никто тогда не подозревал, что под всей этой конструкцией почти ничего не было. Он стал чемпионом не в производстве, а в обещаниях. Его компании работали не по законам экономики, а по законам веры. Когда его признали первым, он уже начал проигрывать. Империя на доверии. Компания Эйки Батиста — это была больше вера, чем факт. Он создавал холдинги, которые казались гигантами. Офисы, презентации, громкие заявления. Но за всей этой внешней оберткой часто стояли лишь PowerPoint-презентации и еще не начатые проекты. Инвесторы шли за ним как за пророком. Он говорил уверенно, размахивал схемами будущих заводов, показывал расчеты, которые обещали сотни процентов прибыли. Он умел внушать, что все уже почти сделано. Осталось только чуть-чуть. И они верили. Один из самых громких примеров — нефтяная компания OGX. Ее акции росли с бешеной скоростью, хотя компания еще не добыла ни капли нефти. Он смог превратить амбицию в капитал. Но как только доверие начало трещать, все начало рушиться. Империя, построенная на обещаниях, живет ровно до тех пор, пока в них верят. Обычный сын министра. Родился Эйки в Германии, но вырос в Бразилии. Его отец — министр и инженер, человек логики и точных расчетов. А сам Эйки с детства был другим, амбициозным, рискованным, непослушным. Он не закончил университет, оставил учебу в Германии ради того, чтобы заниматься бизнесом в Латинской Америке. В юности он жил бедно. Спал в дешевых мотелях, торговал товарами между границами. Его карьера началась с торговли электрогенераторами, потом золотом. Он не боялся ничего. Именно в это время он понял: главное — это не продукт, а то, как ты его подаешь. Он не стал технократом, как отец. Он стал шоуменом, который мог продать все, даже мечту. И именно этот контраст между скромным началом и грандиозными амбициями стал топливом для его будущей империи. Авантюра с золотом. Первым настоящим делом Эйки стало золото. В конце 70-х он начал скупать и перепродавать драгметалл, пользуясь лазейками в законах. Он ездил в отдаленные деревни, скупал золото у старателей, перевозил его через границы и перепродавал с наценкой. Эта деятельность была полулегальной, но приносила баснословную прибыль. Тогда он понял, как работает настоящий бизнес. Не обязательно создавать продукт, важно контролировать поток. Он стал играть на разнице и выигрывать. Уже к 25 годам он заработал свой первый миллион. Золото дало ему старт, но дало и важное знание: чем опаснее рынок, тем выше награда. Он никогда больше не искал спокойствия. Только риск, только авантюра. И именно тогда в нем окончательно сформировался инстинкт миллиардера. Иллюзия контроля. К началу 2000-х Эйки уже знал: главное не факты, а ощущения. Он стал одержим визуальной стороной бизнеса. Для каждой своей компании он заказывал дорогие логотипы, дизайнерские офисы, снимал промо-видео с вертолетами и панорамами будущих заводов. Он превращал бизнес в шоу, где сам был режиссером. Он нанимал самых дорогих консультантов, создавал презентации, в которых цифры выглядели почти мистически. Он внушал инвесторам, что все просчитано, и это внушение работало. Именно тогда он осознал, что умеет управлять вниманием так же, как рынками. Ему аплодировали даже тогда, когда еще ничего не построено. И он начал верить, что может удержать контроль над хаосом. Но чем больше он управлял вниманием, тем больше терял реальность из виду. Иллюзия стала его валютой. И когда-то она обязательно должна была иссякнуть. Женитьба на мисс.
В начале 90-х Эйки женился на Лире Агьяр, знаменитой модели, победительнице конкурса «Мисс Бразилия». Этот брак стал не просто личным событием, а важным шагом в его публичной стратегии. С Лирой он стал выглядеть как человек статуса, успеха и глянцевого образа жизни. Он понимал силу образа и играл на этом как мастер. С Лирой он появился на обложках журналов, в светской хронике, на вечеринках и экономических форумах. Он больше не был просто бизнесменом. Он стал символом нового типа предпринимателя. Яркого, дерзкого, гламурного. Люди видели в нем не только деньги, но и стиль. Семейная жизнь тоже оказалась сложной. Он был одержим работой, она публичной жизнью. Позже они расстались, но влияние Лиры на его имидж осталось. Она была частью его истории, как фасад его империи. Даже когда все вокруг начинало рушиться, ее образ еще долго висел на афишах успеха. Именно с этой эпохи начинается его превращение в икону. Не просто богатой, а культовой. Ставка на нефть. Когда Эйки заявил, что начнет добывать нефть, все удивились. У него не было ни скважин, ни оборудования, ни опыта в нефтяной отрасли. Но был план и уверенность. Он основал компанию OGX и начал продавать идею. Бразилия станет энергетической державой. Он привлек миллиарды долларов инвестиций, обещая колоссальные запасы нефти у берегов страны. Он показывал карты, отчеты, заключения геологов. Он создавал иллюзию масштабной индустрии, хотя в реальности многое существовало только на бумаге. Но инвесторы не требовали бурения. Им хватало его слов. Он умел делать шоу даже из пустых участков земли. И пока акции росли, никто не задавал лишних вопросов. Эта ставка стала его самой громкой авантюрой. Он не просто искал нефть, он продавал надежду. Но в какой-то момент даже самое убедительное шоу начинает давать сбои. Фантомные богатства. Финансовые отчеты его компании выглядели как сказка. Миллиарды на бумаге, сотни тысяч потенциальных рабочих мест, десятки мегапроектов в стадии подготовки. Но за кулисами все было иначе. Многие заводы не были построены, месторождения не давали результатов, а прибыль была только в презентациях. Эйки создал систему, в которой отчеты и слайды стали главными активами. Его даже прозвали королем PowerPoint с иронией и тревогой. Он, по сути, продал миру фантазию, сделанную из схем, моделей и громких прогнозов. Он не врал открыто. Он играл на грани допустимого. Обещал будущее, зная, что инвесторы хотят верить. Пока рынок рос, это работало. Но как только реальность начала отставать от слов, вера начала рушиться. А вместе с ней и цена акций, и доверие. Империя, построенная на образах, не выдерживает прикосновения к фактам. Лицо бразильской мечты. На пике славы Эйки стал больше, чем бизнесмен. Он стал символом новой Бразилии. Президент страны публично хвалил его. Газеты называли его воплощением национальной мечты. Он строил инфраструктуру, обещал рабочие места, дарил государству престиж. Его лицо было везде, на экономических форумах, телевидении, в рекламе. Он предлагал миру образ богатого, успешного, нашего миллиардера. Того, кто делает деньги внутри страны и делится успехом с обществом. Он был уверен, что его миссия не просто зарабатывать, а двигать страну вперед. Его хвалили, ему верили, он строил порты, создавал логистические узлы, говорил о будущем, где Бразилия станет мировой сверхдержавой. Но именно в этот момент он начал терять связь с реальностью. Публика превратила его в героя, и он поверил, что не может ошибаться. А это, как всегда, становится началом падения. Начало конца. Сначала это были лишь мелкие трещины. Один проект задержался, другой оказался убыточным. Некоторые инвесторы начали задавать вопросы. Нефтяные месторождения, которые обещали быть золотыми жилами, не давали объема, а долги росли. Все держалось на доверии. Но рынок чувствует слабость мгновенно. Акции начали падать. Пресса стала писать менее восторженно. Аудиторы начали проверки. Образ идеального миллиардера начал терять блеск. И самое страшное, Эйки продолжал вести себя так, будто все под контролем. Он выпускал новые пресс-релизы, строил планы, говорил об устойчивости, но страх инвесторов уже невозможно было остановить. И тогда началось то, чего он боялся больше всего. Бегство капитала. А за ним разрушение всего, что он построил. И в этот момент все, что он так старательно создавал, стало оборачиваться против него. Слом внутри. Пока мир обсуждал обвал его компании, внутри империи началась паника. Руководители сбегали, подрядчики отказывались от контрактов, сотрудники массово увольнялись. Эйки пытался удержать систему. Он звонил чиновникам, давал интервью, собирал экстренные совещания. Он продавал яхты, распродавал активы, умолял инвесторов не забирать деньги. Некоторые еще верили, но это было недолго. Его личные деньги таяли так же быстро, как капитализация компаний. Публично он оставался уверенным, но в закрытых кругах уже не скрывал отчаяния. В нем происходил слом. Впервые за десятки лет он почувствовал, что теряет все. Но даже тогда он не признал поражения. Он все еще пытался играть роль миллиардера, даже когда у него уже не было миллиардов. А это стоило ему последнего — уважения. Обвал.
К осени 2013 года акции OGX рухнули почти до нуля. Миллиарды испарились с такой скоростью, что даже финансовые аналитики не успевали пересчитывать убытки. Из состояния в 30 миллиардов осталось меньше одного. Компания, которая еще недавно оценивалась выше нефтяных гигантов, объявила о банкротстве. Инвесторы, банки, партнеры — все начали требовать объяснений. На экранах телевидения появлялся не харизматичный лидер, а уставший, потерянный человек. Он пытался спасти остатки, продавал активы, пересматривал планы. Но волна недоверия была уже неудержима. Разочарование превратилось в ярость. Его называли аферистом, сравнивали с финансовыми пирамидами. Тот, кто еще недавно был героем нации, стал ее антигероем. Улицы, где строились его заводы, пустели. Газеты больше не печатали его на обложках. Они требовали крови. Величие, построенное на вере, рухнуло под тяжестью реальности, и никто не протянул ему руку. Падение миллиардера. После краха начались расследования. Его обвинили в манипуляции рынком, коррупции, сокрытии информации. Он пытался защищаться, давал интервью, отрицал злой умысел. Но суд был неумолим. В 2017-м Эйки был арестован. Камеры следили за каждым его шагом. Бывший миллиардер оказался в тюремной камере, одетый в серую форму. Это был символический момент для всей страны. Его слава теперь стала позором. Люди, которые раньше аплодировали, требовали наказания. Его активы арестовывались, репутация уничтожалась, партнеры от него отвернулись. Он оказался один. Отсидев несколько месяцев, он вышел под домашний арест. Продолжил бороться в судах, писал книги, обещал вернуться. Но его эпоха уже закончилась. Остался лишь образ человека, который хотел все и потерял все. Его история стала уроком. Но вот поняли ли его? Что осталось? После краха и тюрьмы Эйки пытался начать заново, но он дал десятки интервью, в которых говорил, что признает ошибки, но не считает себя преступником. Он объяснял все излишним оптимизмом, давлением успеха и слепой верой в рост. Он снова строил планы, на этот раз осторожные, скромные. Но публика уже не верила. От некогда огромной империи остались обломки. Его компании были распроданы, имущество изъято, имя забыто в деловых кругах. И все же он не исчез. В интервью он продолжает говорить о будущем Бразилии, о предпринимательстве, о шансах на восстановление. Но миллиарды больше не его. Слава больше не его. Он стал живым напоминанием о том, как быстро мечта может превратиться в кошмар. О том, что харизма не гарантия успеха и иллюзии не замена реальности. История Эйки Батисты не просто падение миллиардера. Это портрет эпохи, в которой вера в успех была дороже самого успеха.